А, нормально. Меня тут стража сразу хватает и говорит: «Стой, ты член гильдии воров, не так ли?» Леди и джентльмены, приветствую, с вами сэр Холмс. Продолжаю прохождение Morrowind Tamriel Rebuild. Именно линейки квестов гильдии воров Старого Эбенгарда. Они куда-то пропали все из таверны, и я заинтересован в том, чтобы их сейчас отыскать. Я подозреваю, что они могли спрятаться в убежище попросту. Давайте проверим. Ну, действительно, друзья, что случилось? Где Фентус? Так, ты глухой. Ну, давай с болотной сестрой поговорю. Так, нужно найти правильную реплику. Что происходит-то? Нет подходящих реплик. Так, стоп, еще раз. Ладно, как поживаешь ты тут? Я в гильдии, но я знаю, что ты в гильдии. Что там по поводу банды Дилаки? Может, это они напали? Нет, говорит, банды больше нет. Полагаю, моя жизнь станет немножечко проще из-за этого. Не намного, но немного. Спасибо, Холмс. Хорошо. Вампиризма. Я вообще еще и хочу поговорить по поводу исцеления от скумозависимости. А, по поводу Хелсета. Да, раскололся напополам и в устье реки Тир затонул. Это я еще хочу его найти, да, этот корабль, названный в честь Хелсета. Ну, она просто, знаете, как будто ничего не произошло совершенно. Разговаривает о том о сём. Говорит, посматривай тут. В поисках схронов. Я обычнер, замечательно. Кто такой Эрваздрен? Реальная сила за комон на тонк стоящий. Окей. Че вы тут спрашиваете? Есть приказы для меня, говорит. Ладно, очевидно, не с тобой нужно говорить по этому поводу. А с ней можно поторговать даже. Целый один рубин предлагает. Интересно. Кстати, у нее деньги есть. Давайте, может. Ну, черт с тобой, бери бриллиант. Кровать предлагает. Ну, я думаю, они мне никто ничего не скажут, что произошло, да? Произошло. Надо Фентуса искать. Он, наверное, там. Трусы! Ничтожество, ублюдки! Да... Пусть они все провалятся в самую выгребную яму Обливиона. Ты можешь говорить? Конечно, черт возьми, я прекрасно говорю, Холмс, ты дебил. Ты просто не стоил того, чтобы с тобой говорить до этого момента. Вот и все. В общем, пришлось нарушить мне свою тишину. Ну, не было поводов нарушать, но сейчас пришлось. Я не могу больше оставаться тихим. Эти проклятые стражники. А что случилось? Эти проклятые мальчишки из Легиона совершили рейд на эту гостиницу. 3 чешуйки на Валу и я сумели сбежать. Но они взяли Марайн и капитана Фентуса. О, а почему? Из-за чего этот рейд произошел? Ну, я полагаю, это из-за того, что
Из-за того, что мы просто шайка воров. Но я не знаю, кто за всем этим стоит. Или каковы доказательства. В любом случае, они взяли Морайн и Фентуса в Эбонитовую башню, в подземелье. Теперь только чудо их может спасти. А у меня есть пропуск туда. И их содержат в подземельях Легиона, глубоко под Эбонитовой башней, в ожидании правосудия. Морайн, вероятно, вынесут относительно легкий приговор. Несколько лет тяжелых работ. Но, капитан, они повесят старого пирата наверняка. Достать их оттуда попросту невозможно. Но, может быть, ты смог бы проникнуть туда незамеченным и суметь с ними отговориться парой слов? Слушай, попробуй. Может быть, каким-то чудом тебе удастся им помочь. Может, у тебя самого есть идеи? Как? Ну, нет идей, честно говоря. Может, у Морайн есть план? Обычно у нее всегда есть план. А как я могу попасть в подземелье? Главный вход, очевидно, не вариант. Почему не вариант? Я вполне, думаю, могу пройти. Ну, хотя там, может быть, они усилят стражу. Но канализация под городом соединена с канализациями под Эбонитовой башней. Ты можешь добраться до восточных канализаций из убежища. Оттуда можешь двинуть на запад, пока не достигнешь канализации под мостом. Она приведет тебя под Эбонитовую башню. Возможно, у тебя получится найти вход в подземелье Легиона где-нибудь там. Если бы я мог нарисовать для тебя карту, я бы нарисовал. Если у тебя какие-то проблемы с нахождением пути возникнут, кто-то во дворце нищих, возможно, сможет тебе помочь. Окей, я тогда пойду. И последнее. Я, может быть, начинаю быть очевидным, но во имя любви богов. Пусть тебя не заметят. Если стража тебя заметит, если они тебя схватят, ты закончишь в той же дыре, как Морайн и Фентус. И тогда уж точно не останется шансов их оттуда достать. Оставайся в тени и удачи. А что ты скажешь про дворец нищих? Это старая комната обслуживания восточной части, так ее сейчас называют. Это дом для беднейших из бедных. Не очень-то любят чужаков, но они хорошие люди. Каждый из них. Не знает канализации лучше, чем кто-либо. Понятно. Водная, понятно. Ну, ладно, лучше действительно, пожалуй, не рисковать и проникнуть через канализации. Тем более я это уже делал. Правда, не помню, попадал ли я в канализации именно под подземельем. Посмотрим. Я там не так уж досконально все изучал. Вот. Но перед этим я бы хотел продать артефакты, которые я налутал в Двемирских руинах. Это мы сделаем по обычной нашей схеме. Нормально. Меня тут стража сразу хватает и говорит: стой, ты член гильдии воров, не так ли? Вы, народец, источник множества проблем, ты под арестом. Я попытался отговориться, что, мол, ты обознался, но он говорит: хорошая попытка, я узнаю вора, когда я увижу его. Ты под арестом. Да пошел ты! Нет! Окей, ладно, я понял, продаваться нельзя. Фу. Немного пустимся во все тяжкие. Но такого я не ожидал, что меня повяжут. Интересненько. Так, я тогда, наверное...
какие-нибудь самые тяжелые, типа вот. Слушайте, а может мне один заряд на всякий случай возьму с собой, вдруг пригодится. О, супер, зачарование даже, навык повысился. Так, арбалет выложу. Шлем. Этот шлем можно и с собой взять. Так. Пожалуй, вот этот амулет пора надеть. А, я же, кстати, забыл продать кучу стрел вот эту вот. Таскаю с собой как дурак. А вы, наверное, смеетесь надо мной уже пару серий. Ладно. Окей, понятно. Посмотрим, что нам скажут. Давай, открывайся уж. Все. Вода ушла. Что скажут о дворце нищих, может быть? У кого-то есть инфа по поводу того, как попасть, собственно, в подземелье под... канализации под подземельем, короче. Я тебя знаю, ты Холмс. Ты вот еще преступник. Вы... чё? Не, типа, не трогай меня, наверное, она имеет в виду. Об этом я только буду говорить с друзьями о банде Делаги. Понятовая башня. Ну да, говорит, соединена с тюрьмой Легиона. Что-то меня так не взлюбили-то, ребята. А, их заперли в башне. И ты пытаешься добраться до них? Ты можешь попасть в Бонитовую башню через канализации. Можно попасть в восточную, в западную часть. Какая-то есть труба под мостом. Ну, я там был уже, да. Ну, приготовься к нырянию и вскрыванию замков. Проход в подземелье Легиона должен быть где-то в восточной части. Верхних канализаций Бонитовой башни. И, да пусть тебя не схватят стражники. Так, а что ты можешь сказать про банду Делаги? Мне ж теперь интересно. Вау. Лучше я не буду с вами общаться. Вы видите, как у них ухудшается отношение ко мне каждый раз. Я подозреваю, что так может быть вообще со всеми теперь. Я вне закона объявлен. Кстати, награда за гол... 5000. Ух. Так. Восток. Восток. А это все восток, по сути. Мне, наверное, надо сюда как-то пройти. Или что? Тут есть вообще соединение с западной частью канализации? Сим-Сим, открывайся. А, даже все-таки сделали квест, завязанный на канализациях. Прям таки полностью. Я подозреваю, что, наверное...
доки. Блин, нет. Это не то. Подозреваю, что теперь даже за пределами старого Эбенгарда меня... любить не будут. Чуть-чуть не успел. Ладно, попробуем. Другие варианты, другие дороги. Ну, тут, по сути, только вот сюда еще можно сходить. А, да, центр. Слушай, что-то я затупил-то, сразу сюда не пошел. Тут тоже можно на стражу нарваться, я помню. Криса, стой! Надо перезарядить колечко. Вот где-то там может быть стражник. Помню, как он за крысами тут гонялся. Вот западная часть. Восточный колодец, восточный, западный. Так, что это? А, гарнизон. Туда-то мне точно не надо. Укрепная яма, центр, подвал. Да, мне просто туда. О, критический удар. Может, есть смысл драться всегда в приседе? С моим-то навыком. Скрытности. Они, возможно, меня могут и потерять даже из вида во время боя. Ну, где-то здесь стражник, я помню. Где-то там. Вон он. Отлично, западная часть. А, вот он. Тауэр Бридж. Так, ну. Критический удар. 0. Просто. Ноль урона. Так, мне просто сюда. А что в сундуке? Ничего интересного. Камень меня поймал. Тут вроде тоже стража обитает. А, вот как, да? Ну что, давайте еще себе хардкора побольше добавим. Тут надо нырять, значит, по идее, я не могу брать с собой большую часть своего гира. Ну, хорошая оказия, чтобы спрятать его сюда.
Ну, вот как-то так. Возьму с собой эту штуку, вдруг каким-то образом, каким-то чудом. Кстати, а какой у меня удар самый? Вот такой, похоже. Да. Каким-то чудом, на всякий случай, вот С4 адвемерская. Там одну отмычку, один щуп, зелье восстановления здоровья. Надо сохраниться. Внешняя канализация. Здесь у нас крисы. Это считается тупым. Подожди. Вот крыса, да. Тупым оружием, поэтому. У меня могут быть проблемы. Подожди, она на меня не нападает даже. Че я ее бью? Беднягу. А! Нападает. Позор. Что, она поплыла типа куда-то? Так, еще я взял один свиток чего-то там. Успокоить. Вдруг на меня стража нападет. Так, ну тут по сути больше некуда проникнуть. Я тут бывал, как вы помните уже. Так, здесь стоит стражник, сюда я не пойду. Что из этого? Подземелье легиона. Молодцы. Сделали даже подсказочки. По идее, эту штуку таскать планирую постоянно сейчас в руках, потому что, по идее, мне некуда ее... Хотя нет, за спину вполне можно. Опа. Надо же, что тут. Не помню вообще этого места. За спину можно убирать. Нормально все. Клинок в ножнах. Сейчас надо их найти, этих ребят. Клинок, значит, в ножнах. Дубина, значит, за спиной. О, кэп. Да-да-да, тоже от тебя видеть. Можно ботинки украсть у него. Он их в карман положил. Очень мило с твоей стороны появиться здесь, парень. Не то, чего я ожидал на самом деле. Похоже, удача старого Фентуса наконец-то кончилась. Я пришел сюда вытащить тебя отсюда. Вечный оптимист, да? Я боюсь, все безнадежно. Я уже чувствую холод в моих костях. Вороны слетаются и виселицы ждут.
И все? Ну не сдавайся, Кэп. Ладно, где Морейн? А, вот. А чё вас в одну камеру посадили даже? Как неосмотрительно с их стороны. Холмс, рада тебя видеть. Похоже, что призрак банды Делаги вернулся, чтобы за нами охотиться. Я уверена, ты помнишь Мадемилиана Ране? Да, он пропал. С ним-то я не покончил. Он просто сбежал куда-то, испарился. Похоже, после того, как ты разделался с бандой, эта крыса сбежала и рассказала все стражам, вместо того, чтобы покинуть город. Он дал им счет, или счет, как гильдия убила Отрибуса Делагию и других членов банды. Ну, в общем, сдал. Ну, там... Это не такая уж неправда, конечно, но он также связал нас с убийством Каранди и Коррукс, торговки шелком. Капитан Фентус и я лидеры гильдии здесь, руководители, поэтому на нас пала вся тяжесть этого удара. И на воров вроде нас. И у нас есть еще и другие преступления, за которые нам предстоит держать ответ. И это нас не облегчит, когда начнется расследование. Фентус оставил надежду, но я его не виню. Наше будущее выглядит весьма мрачным, Холмс. Если я сдам себя, может, не особо... Не, я не хочу себя сдавать. Можно сказать, где этот Ране? Я заставлю эту красу замолчать навсегда. Ну, давайте просто спрошу. Я пришел, чтобы вас вытащить. Но если бы это было возможно, мы бы уже отсюда сбежали, Холмс. Но из этой клетки нет выхода, боюсь. Не в это время. У тебя же наверняка есть план. Ну, не план, скорее попытка ухватиться за соломинку. Которая, скорее всего, не сработает. И этот план включает в себя потерянную маску смерти императрицы Катарии. Чё это? Имперское правительство в Старом Эбенгарде ценят это изображение больше, чем... заточение парочки старых воров. Если бы у нас была маска смерти, мы могли бы использовать это, чтобы выторговать для нас с Фентусом свободу. Я уверена. Или я, по крайней мере, надеюсь. Они не смогут сказать нет такому престижному артефакту. Если тебе удастся найти его. А где маска? Когда императрица Катария умерла, ее тело привезли сюда. В город ее предков. Ее похоронили в усыпальнице Раатим. Раатим? Это же королевская семья. То есть Хелсет, Борензи. Эта гробница остается укрытой и практически забытой в течение уже 200 лет. Но маска все еще должна быть там. А где эта гробница? Глубоко под катакомбами Великой Часовни Талоса. Есть секретный проход туда. Те, кто знают баннер дома Раатин, могут найти
способ открыть проход. Но гробница защищена. Легенда говорит, что какие-то литомансеры древности поставили статую стража на вход, грабили. Определенным образом ее поставили на входе в гробницу. И она никого туда не пустит, если у них нет крови Раатим. Как ты это все знаешь? Откуда? Я узнала это от моей матери. Она узнала это от своей матери и так далее. Это наше семейное наследие. Я... Да? Марани из дома Раатим, ничего себе. Так ты королевских кровей? Сама? Императрица Катария была старшей сестрой моей прапрабабушки. Прапрабабушки. Я, на самом деле, не знаю, кто такая императрица Катария даже. Вот почему ее... вот это вот Нилара тогда назвала вашим высочеством или как там. Так ты, значит, знать? А я выгляжу знатно, по-твоему, Холмс? Возможно, во мне течет кровь королей, колдунов и императриц. Но ветвь, к которой я принадлежу, стала уже давненько без какой-либо власти. И совершенно забытой. У меня нет никаких прав на трон, притязаний. И я родилась чернью, которая в итоге стала одноглазым вором. Я такая же знать, как и ты. Чё я знатный, чё? Видела, какая шапка у меня? Ну ладно, а как мне-то попасть в гробницу? Ты, конечно, не кровей Раатим, Холмс, но... Если у тебя будет что-то из крови Раатим с собой, возможно, тебе удастся пройти стража гробницы. Подожди минутку, пожалуйста. Ай. Марани вытаскивает ее правый глаз из глазницы. Она передает его через решетку тебе. Ты замечаешь, что он сделан из какого-то кристалла, в котором циркулирует кровь. Он слабо сияет. Зачарованный глаз Марани добавлен в инвентарь. Ничего себе. Ха! С этим глазом, надеюсь, ты сможешь пройти спальницу Раатим. Иди в катакомбы под Великой Часовней Талоса. Ты можешь получить туда доступ из восточной части канализации, если хочешь попасть туда незамеченным. Ищи пустую заброшенную гробницу с изображением волка на флаге и 2 незажженных факела. И там секретный механизм. Я не вполне уверен, что именно, но он откроет проход внутрь. Когда ты туда попадешь... Нет, когда ты уйдешь, я скажу страже, что в наших руках скоро окажется маска смерти. И мы собираемся отдать ее империи в обмен на нашу свободу. Пожалуйста, найди ее, и да пусть тебя не арестуют или не убьют. Боги с тобой, Холмс, ты наша последняя надежда.
Нифига, вот это поворот. Расскажи еще мне про дом Раатим. Иди в гробницу уже. И увидишь, что осталось от славы моих предков в эти дни. Ветвь, в которой я принадлежу, уже давно завяла. Семейное древо само по себе пустило корни в яд и увядание. Ух, какой язык красивый. Каждый из этого дома обречен с рождения тем или иным способом. Ну, нет, я, конечно, могу что-то путать сейчас, но вроде как Хелсет тоже Раатим же. Ладно, я понял, что ее ветвь значения не имеет, забытая практически. Но что она имеет в виду под проклятием? Ну, как бы у Борензии судьба тяжелая, но она вполне хорошо справилась со всеми невзгодами. Ну, хотя эти все невзгоды и можно назвать проклятием. Так, а еще про маску что-нибудь? Нет, это все уже мы слышали. Ладно, пошли. Кстати, что радует? Мне не придется долго прозябать без моих... Так, стоп. Не туда. Без моих вещей. Теперь осталось только найти часовню. Канализации под часовней нужны. О, как заботливо они тут подложили камешки, понимаете, чтобы я мог красться постоянно, то есть. Блин, как продумано. Прекрасно. А с моей-то акробатикой тут вообще не проблема пролезть. Бульк? Ха-ха. Так, ну сейчас задачка найти часовню. Канализации под часовней. В принципе, можно бегать. Так, окей. Вот я все это в себя впитал. Ну и пора выбираться отсюда. Интересно, кстати, двери, как будто проем для домашних животных. Только какие это домашние животные? Скрибы, что ли? Фуражиры Квама, мой заклятый враг. Так, сюда. Великая часовня. Откуда? Я на самом деле уже забыл. Ну вообще... По идее, откуда-то отсюда, наверное. Вот. Археологическое сообщество, по идее, вот где-то здесь должно быть. Здесь башня, здесь чей-то особняк. А, особняк как раз дамы, к которой я вламывался. Через чердак. К ней можно вломиться и через подвал. Так, тут вроде стражи нет, поэтому можно бегать. А, во, похоже, смотрите. Архитектура соответствующая вся. Катакомбы Великой Часовни. Только... мученики, наверное. Сержанты святилища и... Ну, какие-то предприниматели чего-то там. Только им разрешено. Культ пилигримов будет молиться в святилище молота святого Каладоса. Им советуется искать разрешение у часовни. Так, держите это ворота всегда закрытыми. Да славится Катош и все святые. Да, кстати, вот глаз. Марани. Марани. Как? Морейн или Марани все-таки? Морейн. Мне нравится больше Морейн.
Вы не против, если я так буду называть? Ну, если это неправильно, скажите, буду Марани. Ну, я, может быть, забуду и снова начну ее называть Марани. А Марани как-то не очень звучит, по-моему. Так. Да, я хотел доюзать эту отмычку, вилку. Она, по-моему, тяжелее, чем обычная. Вот 0,25. Нет, такая же. Так, что тут? Есть хорошие какие-нибудь ингредиенты? Черная роза, укрепление привлекательности. Так, у меня на укрепление привлекательности есть куча клетчатки Крэша. Все? Невидимость. Ну дела. А, вот зеленый лишайник. Укрепить привлекательность. И вот, цветок кровавой лилии. Это мне не надо, ничего, пришло к выводу. Интересно, что там пишут? Скелеты чьи-то плавают. Шлем храмовника. Так, могильный камень. Ага. Луис это, видимо, расшатанный в данном контексте. Можно подлезть под него и... достать изумрудики. Я, кстати, не был еще ни разу в этой части канализации, как видите. Я уж не помню, почему. Скорее всего, потому что мне к тому моменту уже надоело в них ползать. Я решил, да ну к чё. Туда мне, наверное, не надо даже. Я, честно говоря, подзабыл уже. А, вот, смотрите. Вот оно. Одного факела не хватает. А, вот он выпал. Надо вставить, наверное. Опа. А вот и молот, да? Аквамарин. Прекрасный камень. Вот, чтобы удобнее молиться было. Ага, вот он, молот святого Калладоса. Обратить мертвеца, свет. Он выглядит классно, да. Ну я ничем не болен, ладно. Понятно. Значит, здесь можно восстанавливать еще поврежденные характеристики. Так, ну. Так. Он открывает это место. Хо-хо-хо. Да, это оно. Ворота личий. Но залезем мы туда уже в следующем эпизоде, друзья, дабы этот не затягивать. Вот, спасибо вам за просмотр и за внимание. С вами был Сэр Холмс, Tamriel Rebuild. До встречи в следующей серии.